Как на самом деле живет элита в самой закрытой стране мира? Пока миллионы северокорейцев выживают на траве и древесной коре, верхушка режима купается в роскоши, о которой вы даже не подозревали. Представьте, особняки с мраморными лестницами и золотыми люстрами в районе, куда обычным гражданам вход строго запрещен. Личные супермаркеты с французским вином и швейцарским шоколадом, пока остальная страна стоит в очередях за рисом. Частные пляжи на побережье, где загорают дети генералов, в то время как простым людям нельзя даже приближаться к морю без специального разрешения. Гаражи, забитые Мерседесами и БМВ, несмотря на международные санкции. Подпольные казино с покерными столами и рулеткой для высших чинов партии. Закрытые рестораны, где подают японские суши и итальянскую пасту, приготовленные поварами, похищенными из других стран. Частные больницы с немецким оборудованием, куда элита летает на вертолетах. Дачи на горных курортах с бассейнами и теннисными кортами. Швейцарские школы-интернаты для детей партийной верхушки за границей. И личные поезда с бронированными вагонами и люксовыми купе для путешествий по стране. Вы думали, что в Северной Корее все одинаково бедны? Вы ошибались. Разрыв между элитой и народом здесь больше, чем где-либо на планете. Добро пожаловать в мир северокорейской аристократии, касты неприкасаемых, живущих в параллельной реальности. 21 бронированный вагон ползет по рельсам со скоростью не больше 40 миль в час. Внутри кожаные диваны, персидские ковры и конференц-залы с плазменными экранами. Ким Чен Ын панически боится летать, поэтому его личный состав стал передвижным дворцом стоимостью более 10 миллионов долларов. В главном вагоне установлены спутниковые телефоны и защищенные линии связи. Лидер может управлять страной прямо из кресла, обитого итальянской кожей. 2 вагона ресторана укомплектованы живыми лобстерами в аквариумах и винным погребом с французскими коллекционными бутылками. Повара готовят блюда японской, китайской и европейской кухни 24 часа в сутки. Перед поездом всегда идет состав-разведчик, проверяющий безопасность пути. За час до прибытия все движение на участке останавливается. Станции очищают от людей, шторы в окнах домов вдоль путей обязаны быть задернуты. Смотреть на проезжающий поезд запрещено под угрозой ареста. В 2019-м Ким проехал на этом составе через всю Россию до Владивостока. 60 часов пути вместо 2 часов полета. В спальном вагоне стоит кровать с ортопедическим матрасом за 20 тысяч долларов. В личной ванной комнате, золотые краны и мраморная отделка. 3 вагона отведены под охрану, элитные бойцы с автоматами патрулируют состав даже во время движения. Еще один вагон забит генераторами и системами жизнеобеспечения. Поезд полностью автономен и может неделями не останавливаться на станциях. На улице Чхангвон в Пхеньяне стоит ничем не примечательное здание без вывесок. Внутри полки с шотландским виски, швейцарскими часами и французской косметикой. Это магазин номер 57, один из 20 специальных универмагов для высших чинов партии. Вход строго по спецпропускам, которые имеют только 3% населения столицы. Здесь нет очередей и пустых прилавков. На витринах лежат бельгийский шоколад, итальянский пармезан и норвежский лосось. Цены указаны в долларах, хотя простым корейцам владение иностранной валютой грозит лагерем. Полковник службы безопасности может купить здесь iPhone последней модели, пока его соседи пользуются допотопными аппаратами местного производства. В продуктовой секции стоят холодильники с японским вагю и новозеландской бараниной. Отдел алкоголя забит французским коньяком и калифорнийским вином. Рядом стеллажи с кубинскими сигарами и голландским сыром. Все это попадает в страну через подставные китайские компании, несмотря на санкции. В универмаге номер 12 есть секция электроники. Sony, Samsung и Apple. Все, что запрещено ввозить официально. Жена генерала выбирает немецкую кофемашину за 2000 долларов. Ее месячная зарплата по документам – 50 долларов. Особый статус имеет магазин в районе Мансуде, где живут только семьи высшего руководства. Там продают детское питание из Швейцарии и органические продукты из Японии. Охранник у входа проверяет не только пропуск, но и фотографию в базе данных. Сам Ким Чен Ын учился в швейцарской школе в Берне под вымышленным именем. Его одноклассники думали, что он сын дипломата. На самом деле наследник диктатора жил в обычной квартире с телохранителями, выдававшими себя за родственников, и каждое утро ездил на занятия в международную школу. Сегодня сотни детей северокорейской элиты получают образование за границей. В Пекине работает специальная школа для отпрысков высших партийных чиновников, охраняемый комплекс с собственной территорией. Преподаватели из Европы учат их английскому, математике и экономике по западным программам. После уроков дети играют на PlayStation и смотрят американские фильмы, пока их ровесники в Пхеньяне маршируют на политзанятиях. Дочь министра обороны училась в лондонской школе экономики. Сын главы службы безопасности закончил университет в Париже. Племянница Ким Чен Гына посещала частную школу в Боснии за 30 тысяч долларов в год. Все они путешествовали по поддельным паспортам и жили под чужими фамилиями. В самом Пхеньяне существует школа имени Манкенде, закрытое учебное заведение для детей верхушки.
Там преподают носители языка из Канады и Австралии, официально работающие переводчиками. В библиотеке стоят запрещенные книги западных авторов. В компьютерном классе есть доступ к настоящему интернету, а не к внутренней северокорейской сети. Ученики этой школы ездят на экскурсии в Китай и Россию, они знают, как живет остальной мир. Они видели Макдоналдс и торговые центры. Но по возвращении домой молчат об этом, потому что их привилегии зависят от лояльности семьи режиму. На восточном побережье в районе Вонсона раскинулся курорт Санбон. 5 миль частных пляжей, куда простым корейцам путь закрыт. Белый песок завозили из Малайзии, пальмы привезли из Вьетнама. Вдоль берега стоят виллы с панорамными окнами и бассейнами с подогревом. Генералы загорают на шезлонгах, пока их жены играют в теннис на кортах с искусственным покрытием. В главном здании комплекса работает подпольное казино. Рулетка, покерные столы, игровые автоматы – все как в Макао. Ставки делают в долларах и юанях. За одну ночь полковник разведки может проиграть сумму, равную годовому бюджету целой провинции. Крупье – девушки из Китая и России, привезенные по контрактам через подставные туристические агентства. В горах Кымгансан построен горнолыжный курорт Масик. Проект лично Ким Чен Гуна стоимостью $300 миллионов. 10 трасс, современные подъемники из Швейцарии, отель на 400 номеров. Официально курорт открыт для народа, но цена скипаса равна средней годовой зарплате. Реально там отдыхают только семьи партийной элиты и редкие китайские туристы. На горе Мёхен работает санаторий для высшего руководства. Минеральные ванны, массажные кабинеты, сауны с кедровой отделкой. Врачи прошли стажировку в Германии и Японии. В аптеке санатория есть лекарства, которых нет даже в главных больницах Пхеньяна. Пациентов сюда доставляют на вертолетах. В столице существует закрытый ночной клуб в подвале гостиницы Янгагдо. Диджеи крутят западную музыку, бар предлагает коктейли по рецептам из Нью-Йорка. Вход только по спискам. Сыновья министров танцуют с дочерьми послов под треки, за прослушивание которых обычного корейца отправят в лагерь. В гараже главы генерального штаба стоят два Мерседеса С-класса, BMW 7 серии и Lexus внедорожник. Все машины черные, все пуленепробиваемые, все везены контрабандой через китайскую границу. На улицах Пхеньяна бензин продают по талонам, а простые граждане ездят на велосипедах. Но для элиты работают специальные заправки с топливом из Ирана и Венесуэлы. Ким Чен Ын владеет коллекцией из более чем 100 автомобилей. Среди них Rolls-Royce Phantom стоимостью $500 000, Maybach 62 и несколько Ferrari. Машины хранятся в подземном гараже под резиденцией в Пхеньяне при постоянной температуре 68 градусов по Фаренгейту. Механики прошли обучение в Германии специально для обслуживания этого автопарка. Министр иностранных дел ездит на белом Bentley Continental, единственном таком автомобиле во всей стране. Номерные знаки на машинах элиты особы, синие с золотыми цифрами. Увидев такой номер, полиция никогда не остановит водителя. Эти машины не подчиняются правилам дорожного движения и могут ехать по встречной полосе. В 2013 году Ким купил два бронированных Мерседеса S600 Pullman Guard за $1,5 миллиона каждый. Их везли из Германии через Китай в разобранном виде, чтобы обойти санкции. Вес каждой машины превышает 5 тонн из-за брони толщиной в 4 дюйма. Стекла выдерживают выстрел из автомата с расстояния 10 футов. Сын главы службы безопасности разбил Porsche Cayenne на скорости. Его не арестовали, не оштрафовали. Через неделю ему привезли новый, красный. Цена вопроса – $120 000 в стране, где средняя зарплата врача $30 в месяц. В больнице Бонхва в центре Пхеньяна работает немецкий кардиохирург. Официально он числится консультантом, на деле оперирует только членов политбюро и их семьи. Операционная оснащена томографом Siemens последней модели, пока в обычных больницах пациентам делают рентген на аппаратах 50-летней давности. Лекарства привозят прямыми рейсами из Швейцарии в дипломатических контейнерах. Когда жена генерала заболела раком, к ней прилетела бригада онкологов из Сингапура. Они провели операцию стоимостью $200 000 прямо в специально оборудованной палате. Химиотерапию делали препаратами из Израиля. Женщина выжила. В это же время в провинциальной больнице умерла учительница от аппендицита. Не было антибиотиков. Ким Чен Ын держит при себе французского диетолога и личного терапевта из России. Они следят за его весом, давлением и уровнем сахара в крови. Когда лидер исчез на 40 дней в 2014-м, западные разведки предполагали операцию на голеностопе швейцарскими хирургами. Для элиты доступна любая медицинская помощь мирового уровня. Обычные северокорейцы лечатся травами и иглоукалыванием. В районных поликлиниках нет элементарных обезболивающих. Операции делают без анестезии или под местным наркозом из самодельных препаратов. Врачи ставят диагнозы на глаз, потому что нет оборудования для анализов. В закрытом санатории Рёнпхо для высшего руководства стоит аппарат МРТ стоимостью $2 миллиона. Его использовали 3 раза за год. В стране 5 таких аппаратов, все в клиниках для элиты. 25 миллионов человек обходятся без современной диагностики.
Министр обороны проходит ежегодный чекап в частной клинике Пекина. Туда же летают на лечение все высокопоставленные чиновники. Счета оплачивает государство из бюджета, выделенного на здравоохранение. Деньги, которые должны были пойти на вакцинацию детей в провинции, уходят на СПА-процедуры для жен генералов. 39-е бюро трудовой партии управляет личными финансами семьи Ким. По оценкам разведки США, через эту структуру проходит от 3 до 5 миллиардов долларов ежегодно. Деньги хранятся на счетах в Макао, Сингапуре и швейцарских банках под именами подставных компаний. Один только Ким Чен Ын владеет счетами минимум на 4 миллиарда долларов. Заместитель министра торговли держит деньги в банке Люксембурга через офшор на британских Виргинских островах. Его официальная зарплата $300 в месяц. На счету лежит 80 миллионов. Источник – откаты от контрактов на поставку угля в Китай и продажу оружия африканским диктатурам. В Пхеньяне работает специальный банк для элиты – Десон. Там можно открыть валютный счет в долларах, евро или юанях. Простым гражданам это карается расстрелом, но для партийной верхушки исключение. В подвале банка стоят сейфы с золотыми слитками и пачками 100-долларовых купюр. Генералы хранят там наличность на случай экстренного бегства из страны. Глава разведки вывел $200 миллионов через цепочку китайских компаний. Деньги прошли через Гонконг, осели в Панаме, потом переведены в недвижимость Лондона. Его сын владеет апартаментами в Мейфэре стоимостью 15 миллионов фунтов. Официально владелец – некая офшорная фирма. Северокорейские дипломаты в Африке торгуют слоновой костью и алмазами. Посол в одной из стран заработал 50 миллионов на нелегальных поставках оружия повстанцам. Половину отправил в Пхеньян руководству, половину оставил себе на счету в ЮАР. Когда его отозвали, он не вернулся. Сбежал с деньгами в Европу. 30% всего золота страны находится не в государственном резерве, а на личных счетах 20 семей высшего руководства. Они скупают слитки через поставных лиц и вывозят в Китай. В случае краха режима у них готов запасной аэродром с миллионами долларов за границей. Десятилетняя девочка в белом пальто Dior стоит рядом с отцом на военном параде. На ее запястье детские часы Rolex за $20 тысяч. Это Ким Чжуэ, дочь диктатора, которую он открыто показывает народу как будущую преемницу. Пока дети в провинциях умирают от голода, наследница режима носит туфли Гуччи и сумочки Шанель. В 2022 году ее показали по телевидению уже 11 раз. Каждый выход – новый дизайнерский наряд стоимостью в $1000. Государственные СМИ называют ее уважаемой дочерью и достойным ребенком. Пропаганда не скрывает роскошь, наоборот, выставляет на показ. Это демонстрация силы, мы настолько могущественны, что можем позволить себе это. Ким Чжуэ учат английский, французский и китайский языки частные преподаватели из Оксфорда. Ее день расписан поминутно – верховая езда, фортепиано, балет. В 12 лет она уже присутствовала на запуске баллистической ракеты и инспекции военной базы. Ее готовят к власти открыто и цинично. На фотографиях с последнего парада видно, как генералы в потертых мундирах склоняются перед ребенком. Маршалы со звездами на груди аплодируют девочке в платье за $5000. Она улыбается, держа отца за руку, пока за оградой стадиона люди собирают траву на суп. Аналитики насчитали украшений и одежды на ее публичных появлениях на сумму более $1 миллиона. Это при том, что ее показывают специально скромно, без явных брендов и вызывающей роскоши. Что носит девочка дома, в резиденции, можно только представить. Самое страшное не роскошь сама по себе. Самое страшное, что режим больше не прячет разрыв между элитой и народом. Они показывают его по телевизору, втирают в лицо миллионам голодающих. И народ обязан аплодировать, потому что любое недовольство означает лагерь для всей семьи до 3-го поколения. Попасть в касту избранных можно только по рождению или через абсолютную преданность режиму. Система Сон Бун делит всех граждан на 51 категорию лояльности. 3 верхние категории, то есть что это потомки партизан, сражавшихся с японцами, семьи героев Корейской войны и дети высших партийных функционеров. Всего около 200 тысяч человек из 25 миллионов, но привилегии хрупки, как стекло. В 2013-м Ким Чен Ын казнил своего дядю Чан Сон Тхэка, второго человека в государстве. Его обвинили в предательстве и расстреляли из зенитной установки. Всю семью отправили в лагеря. Племянников убили, жену сослали, особняки конфисковали, счета заморозили. За сутки влиятельнейший клан страны перестал существовать. Министр обороны заснул на совещании в 2015-м. Через неделю его расстреляли из огнемета перед строем солдат. Вице-премьер возразил Киму на заседании. Его публично казнили на стадионе. Заместитель главы разведки попытался бежать в Китай. Его вернули и четвертовали. Элита живет в золотой клетке под постоянным надзором. Их телефоны прослушивают, дома обыскивают без предупреждения, детей держат фактически заложниками. Один неверный шаг, одно неосторожное слово, и вся семья исчезает в лагере Йодок, где продолжительность жизни 3 года.
Так как на самом деле живет элита Северной Кореи, в роскоши, которая оскорбляет миллионы голодающих. Но эта роскошь куплена ценой постоянного страха и полного подчинения воле одного человека. Они могут купить все, кроме свободы. Они владеют всем, кроме собственной жизни. И каждое утро, надевая часы за $100 000, генерал знает, сегодня может стать его последним днем. Потому что в Северной Корее даже у элиты нет гарантий. Есть только милость диктатора, которая может закончиться в любую секунду.